Для чего нужны трекинговые палки? Я вас разочарую, но уж точно не для того, чтобы на них драться в походе. Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний. И, конечно, вы можете спросить, что там пользоваться теми палками. Взял да пошел. Но я так часто видел, как люди неправильно используют трекинговые палки в горах, а иногда это даже опасно. И в этом видео я хочу поделиться с вами своим опытом, рассказать, как правильно пользоваться трекинговыми палками, и пускай оно будет инструкцией для тех, кто отправляется в горы. В моем детстве мы использовали деревянные альпинштоки, и я очень рад, что те времена уже прошли. С развитием индустрии гор на смену деревянным палкам пришли гораздо более легкие, комфортные и удобные телескопические. Так давайте же разберемся, для чего мы раньше использовали деревянные альпинштоки, а сейчас фактически каждый турист использует трекинговые палки. Основная задача трекинговых палок – более равномерно распределить нагрузку. По умолчанию во время движения нагрузка идет на мышцы и суставы ног, тазобедренного пояса и позвоночника. Трекинговые же палки помогают ее перераспределить, нагрузив мышцы рук и верхнего плечевого пояса. По-простому разгружаем низ, нагружаем вверх. Кроме этого, на спуске, особенно на крутых участках, трекинговые палки служат хорошим подспорьем для придания большего равновесия, а также разгружают колени. Особенно это важно при травме последних. В двух словах остановлюсь на конструкции трекинговых палок, так как это важно. Сверху находится темляк, и в конце видео я расскажу, когда мы его используем, а когда его не стоит использовать ни в коем случае. Дальше идет рукоятка, и часто идет дополнительная рукоятка для нижнего хвата. Есть множество конструкций трекинговых палок, но самая такая завоевавшая популярность трек-палка, которая состоит из трех коленей. Вот одно колено, второе, третье. Есть несколько типов зажимов. Есть винтовые зажимы, когда они закручиваются внутри. И есть вот такие зажимные внешние. Такие зажимы наиболее надежны, и кроме того, они не боятся холода. И такими зажимами удобно работать, когда ты находишься в перчатках. Ограничительные кольца, они бывают большего диаметра и меньшего. Большего диаметра мы используем зимой во время снега, меньшего диаметра используем летом. Но на самом деле летом использовать ограничительное кольцо в принципе не критично. Можно использовать вот так просто палку. Также на конце палки вы часто можете видеть защитный колпачок, но он нужен исключительно для транспортировки палки, чтобы когда вы ее перевозите там в рюкзаке, она вам ничего не пробила своим кончиком. Когда мы идем, мы колпачок снимаем и прячем куда-то себе в кармашку. Какой должна быть длина трекинговой палки? Друзья, во-первых, хочу обратить ваше внимание, что когда мы раскладаем палку, очень важно не выходить за линию стоп. Здесь вот есть ограничитель. Если мы высунем дальше, то просто колено будет очень маленькое. Тогда палка, вот вы видите, она даже гнется при небольшом усилии. Если мы ее нагрузим всем телом, она наверняка поломается очень быстро. Это чревато и дополнительными расходами от поломанного снаряжения и какими-то полученными травмами. Поэтому за линию стоп мы не высовываем. Дальше мы стараемся сделать оба колена примерно одинаковой длины, чтобы первое и второе было плюс-минус одинаковой длины. И регулируем палку таким образом, вот у меня немножко длинная, регулируем палку таким образом, чтобы между плечом и предплечьем был угол 90 градусов. Это и будет наша базовая длина трекинговой палки. Стараемся сделать, чтобы обе трек-палки были одинаковой длины. Если они будут там отличаться на пару сантиметров, не критично, но все же лучше отмерять одинаковую длину. Длину подобрали, палочки выровняли по высоте. Смотрим, что угол у нас 90 градусов. Это есть наш базовый угол для ходьбы по ровной поверхности. Но в горах постоянно тропа виляет то вверх, то вниз. И угол наклона тропы постоянно меняется. Не будем же мы каждый раз, когда у нас меняется угол наклона тропы, менять и длину палки.
Конечно же нет. Для этого мы будем использовать разные хваты. Базовый хват это нормальный. Когда мы видим, что тропа немножко идет вниз и нам нужно удлинить палку, мы используем верхний хват. Просто накрываем рукоятку ладошками, сжимаем. Таким образом мы добавляем примерно 5 сантиметров в длине палки. Когда тропа меняет наклон и уже идет в гору, мы используем нижний хват. Если есть рукоятка нижняя, берем за рукоятку, а так можно вплоть до палки. Можно просто держаться за палку, и таким образом у нас вообще будут коротенькие палочки. Давайте сейчас пойдем, и я вам покажу, как пользоваться трекинговыми палками во время ходьбы по ровному, во время движения вверх и во время движения вниз. По ровной поверхности техника движения с трекинговыми палками довольно естественна. Вперед выносится противоположная рука и нога. Шагаешь левой ногой, правую руку выносишь вперед. По сути мы просто идем, а потом добавляем трекинговые палки. Но очень важно не стараться сделать трек-палкой очень длинный большой шаг. Вот так делать не надо. Наша задача ставить трек-палки примерно на уровне стопы и таким образом подталкивать себя по движению. Если мы знаем, что идем сегодня преимущественно вверх, мы сразу же делаем палки несколько короче. А потом уже во время движения используем разные хваты. Тоже используем попеременную ходьбу, палочки ставим на уровне стопы и подталкиваем себя немножко вперед и вверх. А вот когда угол уклона большой или перед нами ступенька, мы сразу же берем нижний хват и выносим обе палки вперед одновременно. Таким образом мы себя как бы вытаскиваем с помощью палок вверх. Когда же тропа выравнивается, мы опять идем попеременно. А теперь давайте разберемся, как использовать трекинговые палки на спуске. Во-первых, сразу их делаем несколько длиннее. Нам трекинговые палки нужны не для того, чтобы нас подталкивать, а уже для того, чтобы тормозить. Поэтому мы их выносим сильнее вперед. Когда угол наклона тропы небольшой, в принципе, можно использовать попеременные движения и вот таким образом двигаться вниз. Когда же угол наклона увеличивается или перед нами крутая ступенька, удобнее всего выносить сразу две палки вперед, нагружать и потом спускаться вниз вот так вот постепенно. Очень важно на спуске трек-палки стараемся разнести пошире, чтобы у нас образовался треугольник. Это максимально устойчивая конструкция. Таким образом равновесие мы будем держать лучше всего. И такое одновременное использование двух трек-палок на спуске очень важно при каких-то травмах коленей или при болях в коленях. И помните, друзья, что в горах прыгать нельзя. Если есть большая ступенька, мы просто плавно сходим вниз, а не прыгаем. Кстати, во время правильного использования трекинговых палок руки зачастую нагружаются еще больше, чем ноги. Еще один вариант движения – это движение траверсом. Когда мы идем вдоль склона горы, с одной стороны у нас чуть выше, с другой стороны чуть ниже. Можно было бы, конечно, поменять длину палок, но на практике направление тропы постоянно меняется, и это неудобно. Поэтому мы тоже используем разные хваты. Например, на верхней палке мы можем использовать нижний хват, а на нижней палке мы можем использовать нормальный хват или же верхний хват. И постоянно меняем хват и так передвигаемся. В конце видео поговорим о таком неоднозначном вопросе, как использование темляка. Если мы идем по ровному или несложному рельефу, то использовать его точно стоит. Это сделает работу палок более эффективной. Мы берем снизу, продеваем руку и вот имеем такой вот хват. Таким образом у нас есть дополнительный упор и руки в принципе разгружаются.
Но есть ряд случаев, когда темляк категорически не стоит использовать, потому что он как бы привязывает руку к палке. Во-первых, это при движении при сложному неровному рельефу, где есть риск падения. Если мы будем использовать темляки, мы будем падать, то у нас руки получаются как бы заблокированы. Мы можем упасть лицом на камни, можем как-то сильнее травмироваться. А если же темляк мы не используем, то палки у нас просто упадут, и мы сможем руками смягчить наше падение. По той же причине темляк не используется при крутом спуске с большими рюкзаками, особенно с большими рюкзаками, при бродах рек и зимой на снежных, особенно лавиноопасных склонах. Кстати, я зачастую беру только одну палку, так как у меня постоянно есть или фотоаппарат на шее, или камера в руках, и двумя палками пользоваться просто неудобно. Друзья, старался сделать видео максимально полезным, поэтому покажите своими лайками, насколько оно вам понравилось, пишите комментарии, узнали ли вы что-то новое, и не забывайте подписаться на мой канал. А если в горы, то с кулуар.